Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу, как я шила шорты своему сыну. Перед вами на экранах не те шорты, которые шила я, а перед вами потенциальная выкройка. Дело в том, что шорты изношены, вот тут хорошо видно, и по-хорошему кто-то другой бы их просто выбросил, но точно не я. По размеру они ок, но кое-что я буду менять. Покажу все пошагово и очень подробно. Сейчас распарываю шорты по швам и дальше покажу. Итак, у меня получилось 4 детали. Тут в шортах карман на молнии, я его не выпарывала, потому что буду делать другой. Также я буду использовать всего 2 детали, переднюю и заднюю. Я всегда, когда шью по готовой вещи, распарываю ее, я сравниваю детали и смотрю, какая более ровнее, у какой нет перекоса, потому что не всегда, к сожалению, производители соблюдают долевую поперечную нити и также не всегда используют качественные материалы, и которые в носке, ну, к сожалению, имеют перекос, и когда вы распарываете, это точно и четко видно. Просто обращайте внимание на даже самые мелкие детали и учитывайте их. Теперь карман. Сейчас покажу, какой буду использовать. Вот такой у меня есть. Это были старые штаны. Вы видите, что ткань на них выгорела. Представьте себе вот в таком состоянии карман. Представьте, в каком были уже эти штаны. То есть к носке они были непригодны. Но выкройка очень была классная, поэтому просто не поднялась рука их выбросить. Вот так карман выглядит. Я его не распарывала, то есть один я распорола полностью, а второй вот в таком виде у меня остался. Сейчас покажу, какие у него детали. Тут даже дело не в том, как они выглядят, а в том, какой подход у меня к этим деталям. Вот одна сторона и вторая. Вторая настолько тоненькая ткань, кулирка, плюс не забывайте многоразовое использование, многоразовая стирка. Я когда распарывала, ну, это ткань, она просто как сито была. Мне страшно было, что она сейчас просто порвется и рассыпется у меня в руках. Но я обклеила все края малярным скотчем, и посмотрите, прекрасная, чудесная у меня деталь получилась. Также из этих красных шорт была вот такая резинка, это была в поясе, на ней люверсы. Они не подлежат вторичному использованию, поэтому я их просто убираю, а резинку оставляю, всегда пригодится в хозяйстве. Ну а сейчас приступаем непосредственно к раскрою. Выкладываю ткань максимально ровно, стараюсь, и также использую железную линейку. Вот тут подкладываю вот так, выравниваю для того, чтобы ну, меньше заворачивался вот этот край. Также у меня в выкройке идет цельнокроенный пояс, поэтому я загибаю, у меня будет он отрезной. Я вот так загнула, померила, и вот тут обязательно скалываю булавками, потому что я хочу оставить эту выкройку как для цельнокроенного, так и для отрезного. Поэтому ничего не отрезаю, просто скалываю и сейчас буду переводить. Ткань можно было сложить вдвое лицом к лицу и выкроить сразу 2 детали. Но в данном случае я крою сразу двое шорт, и они немножко по-разному выглядят. Я покажу это в конце видео. Поэтому я крою каждую деталь отдельно. По боковому шву я добавляю 1 сантиметр. Я хочу, чтобы шорты были немножко больше. А по низу я добавляю 3 сантиметра. Остальные стороны вырезаю как есть. Я не люблю делать длинные видео, вы об этом знаете, поэтому сейчас на максимальном ускорении я показываю весь процесс. Заднюю половинку шорт краю точно так же. Добавляю по боковому шву 1 сантиметр и по низу 3 сантиметра. Далее выкраиваю все как есть. Пошив начинаю с карманов. Для этого я уже вырезала 4 детали кармана, то есть 2 для одного, 2 для второго. И сейчас покажу, так как на основных деталях у меня же нет вот этого выреза для карманов, сейчас покажу, как это сделать. Для контрастности буду показывать на этой детали.
вы берете мешковину, то есть там, где есть вот этот скос, прикладываете лицом к лицу шорт или штанов и просто вот тут вырезаете. Не забывайте, что у меня на этой мешковине уже есть припуск. Его тут хорошо на видео видно. Мы просто разутюжим. Кстати, я вот сейчас ловила себя на мысли, что я не уверена, что эта деталь называется мешковина. Знаю, что мешковина в сумках это точно мешковина. А вот как в одежде, точно не знаю, поэтому если неправильно сказала, вы уж извините. И напишите мне в комментариях, как правильно. Со второй стороны, то есть на второй детали, делаю все точно так же. Далее я складываю все детали, чтобы ничего не перепутать. Вот так лицом к лицу. И вот тут нужно прошить. Но прежде чем прошить, вот эти места, вход в карман, я проклеиваю флизелином. Буквально отрезаю 0,5 и просто приклеиваю. Это нужно для стабильности в том случае, если вы шьете из трикотажа. Потому что, ну, все-таки вход в карман, ткань тянется, я всегда проклеиваю. Вот складываю лицом к лицу и делаю строчки. После того, как прошила, выворачиваю на лицо. На этом этапе я обязательно иду к утюгу, отутюживаю, все выравниваю и делаю отстрочку. Вот что у меня получилось с одной и со второй стороны. Далее я заканчиваю работу над карманом, беру вторую деталь, вот эту, которая у нас ровненькая, складываю. Так, не ту взяла. Вот так складываю, аккуратно выравниваю все обязательно. Также скалываю, иду к оверлоку и стачиваю вот эти две детали. После того, как мы стачаем, вот будет такая красота. Готово. Теперь покажу вот так на изнанке, чтобы было лучше видно и понятно. По верхней части, а также по боковой делаю просто по краю самую обычную ровную строчку, чтобы эти детали у нас не смещались. Готово. Далее беру заднюю деталь, складываю, все опять же ровненько, аккуратненько, скалываю и делаю строчку на оверлоке. Также стачиваю и вот тут. Готово. Смотрите. Мне остается стачать шаговый шов, сделать пояс и обработать низ. Тут главное ничего не перепутать, и все у вас получится. Одну деталь выворачиваем на лицо и вставляем ее во вторую деталь лицом к лицу. Возможно, на словах это что-то очень сложное, но поверьте, ничего вы не перепутаете. Вот так беру и просто вставляю боковой шов к боковому, шаговый шов к шаговому шву. Обязательно вот этот центральные швы совмещаете, закалываете. Ну, я полностью все швы закалываю. Иду к оверлоку и стачиваю. Готово. Выворачиваю на лицо, проверяю вот этот шов, точнее стыковку швов. Вижу, что у меня все отлично. Я, кстати, вот закалывать начинаю прям с этого шва в одну и во вторую сторону. И сейчас я приступаю к поясу. Как говорила, он у меня будет отрезной. Во-первых, мне так больше нравится. А во-вторых, я решила кое-что проверить, проэкспериментировать. Ну, в общем, все сейчас вам покажу. Ширина резинки у меня 5 сантиметров. Я выкроила ширину ткани 13 сантиметров. То есть, чтобы был хороший припуск. И первое, что я делаю, иду к утюгу, складываю изнанка к изнанке вот так и заутюживаю эту полоску пополам. Готово. И сейчас я буду делать разметку, а все это потому, что я решила сделать эксперимент, увидела его в ТикТоке и очень захотелось повторить. И сейчас покажу, как буду делать. Отступила 1 сантиметр от края для того, чтобы, когда я сошью, это как бы припуск.
И от этой метки в сторону вверху и внизу я буду откладывать по 2 сантиметра. Мне очень интересно, кто-то из вас, кто смотрит это видео, видел ли это видео в ТикТоке, возможно, вы пробовали шить так. Ну, в общем, я, если честно, до сих пор нахожусь в двояких чувствах. С одной стороны, неплохо, имеет место быть, с другой стороны, ну, как-то не знаю, возможно, дело именно в 2 сантиметрах, возможно, если бы я сделала 1 сантиметр, либо же шила из другой ткани. Ну, в общем, смотрите и все обязательно увидите. Тем временем, как говорила, делаю отметки вверху и внизу. И далее соединительными линиями я вот так сначала снизу вверх, то есть через одну, да, то есть нужно, грубо говоря, нарисовать такие треугольники. И далее сверху вниз, снова снизу вверх. Ну, такой зигзаг, можно сказать, да. Делаю линии и так до конца, полностью всего пояса. Готово. Вот так это выглядит. Разметка по всему поясу. Далее я совмещаю лицом к лицу и сшиваю кольцо. Теперь беру резинку, также ее сшиваю. После чего вкладываю в пояс резинку и вот так только по краю, не цепляя резинку, я скалываю срезы. Делаю это очень аккуратно, чтобы в итоге пояс получился ровным, без перекоса. Далее иду к швейной машинке и делаю строчку. Готово. Вот так это выглядит. Сейчас мне нужно распределить ткань. То есть, смотрите, вот я растягиваю резинку, и видно мою разметку. Мне же по ней нужно прошить. Я распределяю на манекене, вот так на бедра одеваю. Далее беру прищепки и фиксирую уже. То есть тут надо зафиксировать резинку вместе с тканью, то есть по верхней стороне, не там, где припуск. Если у вас манекена нет, я так раньше делала, одеваю на спинку стула и также все распределяю и скалываю. Готово. После того, как я зафиксировала верх, конечно же, я фиксирую и низ для равномерности. Вот так это выглядит, когда растягиваю все отлично. Сейчас иду к машинке и нужно это все прошить. На этом этапе мне все нравится. Кстати, я шью на промышленной машинке, но также и на бытовой легко все справляется. Единственное, почему я это делаю на промышленной, потому что так быстрее. И вот так выглядит конечный результат. Ну, не знаю, вот тут уже начинаются у меня двоякие чувства, потому что с одной стороны неплохо, с другой стороны, ну, не знаю, что-то не то. Вот, покажу поближе. Это я уже пропарила, убралась разметка. Ну, в общем, ладно, есть как есть. Сейчас пришиваем этот пояс к шортам. Для того, чтобы пришить ровно, складываю пополам, делаю насечки с 4 сторон. Теперь совмещаю там, где у нас шов соединения, с задней стороной шорт. И далее по насечкам. Сначала все насечки с боковыми швами, со швом переда. И далее вот так скалываю и прошиваю. Причем сначала пришиваю на швейной машинке обычной прямой строчкой, проверяю, все ли хорошо. И только если все хорошо, иду к оверлоку и уже прошиваю на нем. Готово. Вот так выглядит строчка. По желанию с лица можно сделать отстрочку. Я иногда делаю, иногда нет. В данном случае делать не буду. Вот так тянется резинка. Я не скажу, что плохо, но сказать, что вау, мне очень понравилось, буду так делать. Ну, возможно, еще попробую действительно на 1 сантиметр разметку сделать и тогда повторить.
Мне остается сделать подгибку, и шорты мои готовы. Подгибку делаю на 3 сантиметра. Ну что ж, работу я над шортами закончила. Вот так они выглядят. Подгибку делала на распашивальной машинке. Вот так она выглядит. Для меня это новая техника. Я только-только ее осваиваю. Но не всегда получается идеально. Но если не делать, не тренироваться, то ничего и не получится. И в начале видео я сказала, что я шила одновременно двое шорт. Хочу показать, как получились вторые. На вторых шортах я делала также отрезной пояс, но делала его на распашивальной машинке цепным стежком. Вот эти шорты. Смотрите, какая разница. Ну, если честно, мне на распашивалке вот такой цепной стежок, во-первых, было сделать быстрее, во-вторых, мне больше он понравился. Ну, как-то не знаю, то ли качественнее, то ли что. В общем, напишите в комментариях, как вам. Кстати, на швейной машинке есть имитация цепного стежка. И когда-то я уже делала себе штаны домашние и пробовала. Ну, достойно. Эти штаны до сих пор есть, и строчка не лопнула, все отлично. Но так как у меня сейчас появилась распашивальная машина, то я стараюсь больше шить на ней для того, чтобы, ну, как говорится, набивать руку, приобретать опыт, потому что если ее просто поставить и не шить, так она и будет стоять. А технику нужно изучать и нужно нарабатывать опыт. Кстати, на вторых шортах у меня еще вот такие клинчики, тоже, опять же, учусь, тренируюсь, что-то новое пробую и вам рекомендую. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.